Мне право неудобно. Вы как себя чувствуете? Извините, вы меня слышите? Ку-ку. Все понятно. Вы, надеюсь, свели хорошее гнездо? Ну, вот и прекрасно. Всем привет. Это опять я. За камерой моя жена Марина. Она вам мысленно машет. Вы знаете, когда вы сидите дома, и вам жена говорит: поехали на шашлыки, хочу на шашлыки. Вот на Сахалине летом немножко по-другому. На Сахалине жена говорит: хочу там на креветки или еще на что-нибудь. Вот мне жена в этот раз сказала: поехали на маяк Анива. Вот сейчас вот неудобно стоим. Маяк Анива у нас прямо за спиной. Это наша местная туристическая достопримечательность. Позже покажу. Ну, как бы маяк маяком, а рядом с маяком на удочку в заброс не со дна. То есть я его поймал с поверхности воды. Клюют вот такие дурни. Это голубой окунь. Если бы было время ужина, я бы его забрал. Это прекрасный размер. Но, к сожалению, мы только пришли на маяк. Нам сейчас по маяку надо побегать. Везде посмотреть все. И только потом уже становиться есть. Поэтому его мы сейчас отпустим, а то он просто за это время успеет испортиться. Довольно эмоциональная рыбалка. Вот такие вот кабаны клюют в заброс на тяжелую колебалку. Одно удовольствие. Ну-ка. Туристы тут, порой, мне кажется, 365 дней в году находятся. Сотни-две, иногда, по-моему, даже и 3 человек успевает тут побывать за день. Но тут красиво. И благодаря чайкам тут пахнет птицефабрикой. Вот Марина уже пошла на маяк. Вот сама махина маяка. Очень стойкий запах птицефабрики. Потому что очень много чаек тут. Вот видите? У них тут дом, поэтому они нам немного не рады. И в том числе они нам запахом дают понять, что эта земля принадлежит им. У них, как видите, птенцы уже есть. Все такие довольно подросшие уже. Но птенцы птенцами. У нас своя дорога. Вот здесь вот прокинута веревка. И как раз вдоль веревочки. Я парень бодрый, мне здесь веревка не особенно нужна. Ребята, извините, у меня тут тоже дела. Вам-то только поорать. А мне на маяк надо. Ну, помимо запаха птицефабрики, тут еще, сами видите, тут все в состоянии разрухи. Поэтому тут еще главное не только не быть заклеванными чайками, но еще и не напороться на какой-нибудь кусок арматуры. Я уже дошел до того места, где винтовая лестничка кончается, и остается последний пролет. Вот уже такой металлической лестницы. Дальше вверху такая вот кольцевая чугунная обрешетка.
и стоит, собственно, тело самой лампы маяка. А ниже это механизм, который ее приводил во вращение. Видите, всякие вот шестереночки. Ну и тут дверца. За дверцей такие давно сгнившие перильца. И бескрайнее море. И вон там только одинокая яхточка. Ну-ка. Да уж, вид хорош. Ребята, привет. Давайте дружить. Что, прям так не хотите? Я же вам с дружбой. Ну ладно. А вот я уже на самом верху маяка. Вот, собственно, лампа маяка. Она уже давно не светит. Ну и вид имеет такой подзатрепанный, подразбитый. Ну и, разумеется, не обошлось без корефана. Что такое? Что? Чем недовольна? Что происходит? Что не так? Рыбу твою ем, да? Мы уже присытились маяком Анива. Честно говоря, такого я понюхать могу и на птицефабрике. Звучит немножко грубовато, но сам Анива почти разрушен. Поскольку он принадлежит Минобороны, чинить его нельзя. Поэтому он просто тихо гниет. На нем живут чайки, и от этого пахнет птицефабрикой. Мне гораздо больше нравится море. Оно живое, красиво пахнет. И дает нам вот таких страшилищ. Страшилище называется Керчак-Яок. Все местные говорят бычок. Ничего в нем хорошего нет. Такого сразу за борт. Наконец-то пожаловал их величество голубой окунь. Сейчас мы проделаем следующую штуку. Он маленький, в принципе нам хватит поесть, но хотелось бы побольше. Поэтому я вот этого живого повешу за борт. И если вот сейчас вот следующие пара забросов поймается кто-то покрупнее, тогда этого помилуем. Ну-ка. Сейчас узнаем, какие у нас перспективы на ужин. Вот это я сейчас снаряжаю ловушки. Вот такие вот гармошки. Вот сюда вниз будет привязан груз, обычный камень. Вот внутри висит кусок терпуга. И вот такие вот конические входы. Креветка чувствует рыбу, подобраться к ней не может. Через вход заходит, и она в ловушке. А вот здесь наверху поплавок, который, собственно, вместе с грузом растягивает эту гармошку. Вот как-то так. Все очень просто. Благодаря Марине, которая насобирала дров, получился хороший костерок. Вроде как пошло. Я на низ наложил соломы. Попер костерок. Сейчас он прогорит. Я поставлю в кастрюльке рис и рыбу. На большое пламя такие вещи, как рис, лучше не ставить. Блюдо, которое я готовлю из рыбы, довольно простое. Вот просто в кастрюльке немножко риса, рис сверху залит водой. Обычная приправа карри,
В обычную пресную воду для риса я добавил еще немного соленой морской воды. Мне было лень искать в мешке соль. Теперь просто сверху на рис укладываем кусочки рыбы. Ой, задымил какая. Костер для этого блюда не должен гореть. Костер для этого блюда должен вот тлеть. Должны быть угли. Должны быть угли, но прям пламени быть не должно. Пусть себе слегка булькает. Так аккуратненько, неторопливо. Торопиться нам некуда. Рис почти готов, доваривается. Ну а нам не ждать же вечность. Мы с Мариной Андреевной распечатали бутылочку домашнего шампанского. Приготовил хороший человек Алексей. Алексей приезжал на рыбалку к нам на Сахалин. И вот угостил шампанским. Вместе с шампанским едим черешню. Продавец сказал, что Азербайджан клялся мамой. И сухофрукты, которые привез хороший человек Александр из Алматы. И заодно Александр привез вот эту вот шикарную футболку. Саша, большое спасибо. Футболка бомба. Борис, у меня закончилось. Да-да-да. Надо подбавить. Ой-ой-ешеньки. Ветер, конечно, от меня, но запах все равно доносит. Видите, как рыба прям провалилась в рис. Так, ну-ка. Ой-ой-ешеньки. Что вытворяется? Так. Всем поровну. Так. Рыбка. Окушок, окушок. Очень мягкое мясо. Без костей. Вот в рис ушел весь сок от окуня. Все соки окуня ушли в рис. Блюдо, я так понимаю, понравилось всем. Вот бульон от окуня дал рису просто 100 очков. Ну, собственно, вот оно. Завершение прекрасного дня. Чаек с видом на костерок. На 2 ловушки имеем кучку крабов и 3 рыбки. Я их всех обратно в воду отпустил. А завтракать мы будем овсяной кашей и кофе. А хотелось позавтракать креветками. В этом всегда минус новых мест. Не знаешь в новых местах, где что сделать, как. Ну что ж, очередной урок на будущее. А вот как наша стоянка выглядит сверху, с террасы. Вон там внизу маленькая лодочка, рядом маленькая палаточка, а чуть правее от палаточки Марина. Погода с утра была такая ветреная, прохладная, но солнце подвстало, стало гораздо лучше. Такие вот тут окрестности. Сопки все кажутся такой зеленой лужайкой,
Но это все, скорее всего, бамбучник. И вон там вот сейчас, прямо в центре экрана, какая-то железная штука. Я так понимаю, это вход в какой-то бункер. Сейчас вот интересно. Пройдусь, посмотрю. А вот совсем недалеко от нашего лагеря лодка везет туристов уже с маяка Нива. То есть сейчас времени 12. Они уже отвезли туристов на маяк. Везут их назад. В обед приедут на место стоянки. Скорее всего, возьмут новую порцию туристов. И опять пойдут на маяк Нива. Прям как это... Как в забое, как у станка работают. До бункера не так уж и далеко. Рядом организовалось еще одно строение, похожее на вагончик. Но это я вам сейчас снимаю, поднимая камеру над головой. А вот что будет, если я опущу камеру на уровень головы. То есть я вот иду в сплошных кущах, которые выше моего роста. И вот пытаюсь их отодвигать. Ну вот, действительно, это развалины какого-то вагончика. Судя по огромному количеству оборудования, вагончик армейский какой-нибудь, сил ПВО каких-нибудь. Раньше здесь как раз при Советском Союзе квартировали силы ПВО. Одним словом, ничего интересного. Хотя все же что-то интересное в вагончике есть. Вон в центре стоит какая-то штука. И вот прямо над этой штукой в крыше вагончика отверстие. То есть, скорее всего, что-то прям вот когда-то шпарило сквозь весь вагон и выходило на крышу. Тут уже любопытнее. Смотрите, куда из этих кущей пришел. Это, ребята, старая дорога. Я-то как дурак поднимался по отвесному склону, полз там по борщу. Он оттуда пришел. Вот этот вагончик стоит. И дорога вон туда дальше идет. Он уходит туда вдаль. А вон там вот за кустом и бункер. Вновь найденная дорога идет довольно далеко. И вон там вдалеке на сопках видно, как она вот выходит на хребет. А тут, вот видите, вот железяка. Вон вдалеке под деревом железяки. Вон там железяка. Вот вообще кабина от какого-то, вот, честно говоря, мне непонятного транспортного средства. Может, какой-то тягач какой-то. Вон какая-то железяка в кустах. В общем, военные, как всегда, в своем репертуаре. Просто бросили. Просто бросили. А дальше уж живите с этим мусором, как хотите. У кого как, а у меня сейчас жесткое разочарование. То, что издалека казалось входом в какой-то бункер, оказалось просто, ну, это сани, гигантские металлические сани. Вот внутри лежит дышло для этих саней. И на этих санях, видать, военные что-то возили, какие-то свои грузы, либо по зиме, либо просто волоком, летом бульдозером таскали. Так что никакой это не бункер, к сожалению. А так было интересно бы. Вот какой отсюда шикарный вид. Вон другая дорога. А вон уже фундамент. Ровная поляна. Вон там вдалеке на сопке, судя по характерной форме, надгробие. А вот уже даже не фундамент, а стены, все дела. Ну, скорее всего, тут жили те вот силы ПВО. А вон дорога, по которой я пришел. И все это с шикарным видом на море. Ну и фундамент этот отнюдь не один. Вот тут их несколько. В траве не все, конечно, можно увидеть, не все можно проследить. Но вот здесь тут и сям какие-то либо кусочки бетона, либо ржавые бочки. Ну, по бочкам вообще сразу определяются военные. Это они у нас любят везде бросать бочки после себя. Вот такой у нас выдалась поездочка. Точнее, не так. Для нас она еще не закончилась. Ну, сейчас пойдем купаться. А вам пока-пока. До свидания. А мы еще и рыбачить потом пойдем. Вот это я понимаю, туристы. 2 вертолета, огромный лагерь, катер и гидроцикл. Эх, чтоб все были такими туристами.